Алиса, стоп. Вечер добрый. Всем, кто меня смотрит, всем, кто меня слушает. Снова пятница, 6 часов вечера, Москва. Меня зовут Егор. Я с вами. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Прошлую пятницу мы пропустили, поэтому в этот раз, видимо, вопросов будет в 2 раза больше. Постараюсь на них на всех ответить. Наиболее интересные вопросы, касающиеся, конечно, управленческих ситуаций в ваших компаниях, в ваших командах, в проектах. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения, и вы, и мы, и потому эти темы нам максимально интересны. Поехали. Первый вопрос. Некоторые вопросы буду пропускать. Так получается, что вы задаете их не в первый раз, многие из вас. И чтобы не повторяться, я некоторые пропускаю. Вот такой случай описывает зритель безымянный. Кратко просуммировать можно так. Сейчас он работает в большом проекте, неповоротливом, как он его называет, но хочет уйти к потенциально небольшому заказчику, внедрять те же решения, которые он сейчас разрабатывает в большом проекте. Его волнует вопрос, этично ли это. Предлагают ему больше денег. Ну, если бы меньше предлагали, наверное, вопрос этики не поднимался бы. Думаю, что это неэтично, ну, по многим, видимо, критериям, но, с другой стороны, бизнес есть бизнес. Вы просто проверьте, как это согласуется с трудовым контрактом, трудовым как-то договором, который вы подписали. Если там нет нарушений, то идите. Если нарушения есть, то оцените, в какую стоимость это будет выливаться вам, если вас поймают и будут наказывать. Насчет этики, ну, сложно в современном бизнесе оставаться этичным и при этом прибыльным. Так что я бы предложил бы вопрос этики рассматривать последним, а первым, конечно, вопрос прибыли и убытков. Дальше вопрос. Можно ли подходы Xerocracy внедрить в обычной компании вместо Scrum и традиционных подходов к разработке? Как бы вы внедряли и продвигали? Был ли опыт и есть ли примеры? Я 10 лет назад или даже 5 лет назад думал, что можно. Я бы вам ответил на этот вопрос утвердительно. Сейчас я думаю, что невозможно это сделать. Невозможно традиционную компанию научить работать по правилам честного распределения ресурсов. Невозможно всю компанию перевести на рельсы оплаты за результат. Большинство компаний, подавляющее большинство компаний, или все компании, я бы так сказал, айтишные, по крайней мере, работают по принципу «мы платим за рабочее время». Вы сидите за компьютером, мы за него платим. Вы не сидите за компьютером, мы за него не платим. Существуют даже системы, я вот буквально вчера встречался с ребятами, которые показывали мне систему, которую они устанавливают в крупные айтишные компании, американские, которая трекает время нахождения перед экраном программиста. На Mac ставится приложение, вверху в статус-баре оно постоянно находится и показывает, какое количество времени вы находитесь не просто за компьютером, а какое приложение вы в этот момент используете, как интенсивно вы мышкой шевелите, насколько вы выглядите похожим на человека, который работает, и исходя из этих показателей, они высчитывают вашу продуктивность. На мой взгляд, это полный кошмар. И тем не менее, так это работает. Так компании трекают вклад сотрудника в общее дело. Перевести их на модель, в которой будет по-другому, практически невозможно. Это одна ситуация, одна сторона вопроса. Один фактор. Неспособность компании как-либо конструктивно оценивать вклад программиста в общее дело. А с другой стороны, это огромное количество менеджеров, высокооплачиваемых,
очень высокооплачиваемых, куда более высокооплачиваемых, чем программисты, которые, как пиявки, присосались к телу бизнеса. И их оттуда оторвать практически невозможно. Потому что они хитрые, потому что они активные, агрессивные, максимально экстравертированные, максимально политизированные, готовые к борьбе политической. Это не интроверты-программисты, которых оторвать от экрана тяжело и заставить поговорить друг с другом. Это активные особи человеческого рода, которые вгрызаются в тело компании и из нее высасывают большую часть ресурсов. Из 100% денег, которые в компании распределяются между теми, кто создавал прибавочный продукт, 90% денег уходит на менеджерский состав, на управленческий труд, как он называется. Ну, то есть на бездельников, которые ничего не создают, а все, что они делают, весь их вклад направлен на удержание своих позиций. Они воюют друг с другом, они борются друг с другом. Кто в какой точке этого тела компании будет находиться, кто к каким ресурсам будет ближе находиться, кто будет отсасывать на себя эти ресурсы. И если вы придете в такую компанию с концепцией Zerocracy и предложите целиком убрать эту модель, уничтожить менеджеров, первое. И второе, начать распределять ресурсы не через количество времени, потраченного на программирование, а через вклад, который человек внес. То ли в решенных задачах, то ли в закрытых тикетах, то ли в имплементированных фичах, то вы наткнетесь на два мощных источника сопротивления. Первый – это менеджеры, которые будут с вами воевать, потому что они-то совершенно никак не вкладывают ничего в создание продукта. И второе – это программеры, даже программеры будут воевать, потому что они тоже привыкли к модели, по которой их оценивают, а именно сколько времени он просидел перед компьютером. Это мы с вами, вы, вот кто меня сейчас слушает, да и я в том числе, мы привыкли, что нас так оценивают, вас так оценивают. Вы должны какое-то количество времени отсидеть. И вы к этому приучены, как домашние животные. Можно внедрить частично. И мы думаем об этом сейчас и потихоньку движемся в этом направлении. Приходить в такую вот компанию, которую я вам сейчас описал, а под это описание подходят практически все IT-компании. И в эту компанию предложить альтернативную модель как дополнение. Давайте у вас все останется как есть, но при этом еще будет у вас группа людей, которая, назовите их фрилансерами, назовите их контрибьюторами сторонними, назовите их Zerocracy коллективом, находящимся как будто бы сбоку, который контрибьютит в ваш продукт, в ваш репозиторий параллельно с вашими full-time программистами, и вы им платите отдельно по их отдельной модели. И посмотрите, как это будет работать. В такой концепции это можно. А устраивать революцию и уничтожать менеджерское сословие или даже класс менеджеров, это вступать в классовую войну, пока к этому мы не готовы. Но в перспективе мы надеемся, что эта классовая война, классовая борьба, она будет в итоге полномасштабно развернута, и все-таки класс униженных и оскорбленных тружеников, а именно нас с вами, то есть кодеров, людей, которые создают продукт, конечно, этот класс, он поднимет голову и получит то, что ему причитается. Вот эти 90% ресурсов, которые вы недополучаете, в вашей зарплате, из вашей зарплаты каждый рубль, каждые 10 тысяч рублей, которые вы получаете, 90 к ним сверху уходит другим людям. Но они должны быть у вас. У вас зарплаты должны быть в 10 раз больше, чем сейчас. В 10. Не на 10%, а в 10 раз. А те, кто сидят над вами, ваш тимлид, его начальник, всякие VP, всякие CTO, всякие руководители направлений, все эти люди должны пойти, не подметать улицы, может быть, но чем-то другим заниматься. Хотя, может быть, и улицы подметать чище будет. Дальше. Мы уже несколько лет живем с массовым AI, спрашивает Владислав. Какая область применения в IT вам кажется наиболее бесполезной или переоцененной с точки зрения применения AI? Дайте я подумаю секунду. Я не знаю так широко, может быть, я бы не сказал
обо всей индустрии. Но мне пока кажется, что вопрос написания кода в массовом применении не удается AI решить эту задачу. Как будто бы это бесполезно использовать AI для того, чтобы писать код, с которым можно дальше существовать в таком широком, в большом масштабе. Я, по крайней мере, у себя конкретно не вижу, как это делать. Я пробую использовать Claude Code ежедневно для написания кода, но крайне неудобно, крайне тяжело это идет, и он не справляется, и я в итоге чертыхаюсь и прекращаю этим заниматься и возвращаюсь к ручному написанию. Но успешно его использую для полировки кода, для устранения мелких недостатков, для устранения опечаток, для написания документации к коду. С этим он прекрасно справляется. А вот так, чтобы что-то написать новое, то в этом он как будто бы не работает. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос широко. Ну, вы правильно спрашиваете, но не соображу ничего более умного в форме ответа. Дальше. Как бы вы создали ПО, которое само адаптируется к любым изменениям требований без человеческого вмешательства? Недавно слышал историю о том, что кто-то из чуть ли не CEO Антропика или что-то такое сказал, что скоро появится стартап или этот юникорн, то есть стартап-миллиардер из одного человека, который, то есть фактически полностью без сотрудников будет стартап, который, видимо, будет писать софт и вносить изменения без человеческого вмешательства. Я не верю в это. Ни на уровне веры, ни на уровне прагматизма. Я не представляю себе, чтобы... Хотя 4 года назад я записывал видео, в котором говорил, что я не представляю, как может компьютер, искусственный интеллект написать программу, такую, которая бы работала и которая была бы не заранее предобучена для написания, а была бы создана им из ниоткуда. Ну, я ошибался. Может быть, я опять ошибаюсь. Однако представить себе, что мы сможем создать такой некий вечный двигатель, куда с одной стороны мы помещаем идеи, концепции и требования, а там внутри софт сам себя обновляет и сам вносит изменения и улучшается и живет своей жизнью. Думается мне, что главным тормозом в таком вечном двигателе, главной помехой на пути создания такого аппарата является отсутствие в индустрии текущей стройных и утвержденных и принятых повсеместно правил написания качественного кода. У нас в основном программисты пишут плохой код. Код, который трудно понимать, который трудно тестировать, который просто нетестируемый, который не покрыт тестами и который для развития, для удержания в рабочем состоянии требует больших объемов интуиции, требует большого вклада эмоционального. Программист должен чувствовать, что он программирует. Программист должен объять своей душой программистской всю кодовую базу, для того, чтобы эта кодовая база была живая. Нам требуется жить рядом с кодовой базой. Не потому, что мы такие замечательные, а потому, что у нас такие плохие кодовые базы. Они сами жить не могут. Мы их не умеем дисциплинированно и аккуратно оформлять. А теперь мы добавим туда искусственный интеллект, который не умеет ничего другого делать, кроме как копировать поведение людей. Он будет делать то же самое, только в 10 раз быстрее и в 10 раз в большем объеме. То есть количество хаоса там будет экспоненциально расти. А человека там нет, интуиции там нет того
главного скуфа-архитектора, который знает, на какую кнопку в каком месте нажать, какую строчку кода удалить, потому что он помнит ее еще с прошлой пятилетки. И благодаря этой памяти, и благодаря этому скуфу и его по-прежнему высокой зарплате наша система живая и как-то на ладан дышит. А с искусственным интеллектом такого же не будет. Оно развалится в итоге при увеличении объема, при увеличении размеров расползется. Искусственный интеллект не будет соображать, чего не хватает ему для того, чтобы убрать этот самый интуитивный человеческий фактор. Потому что ему неоткуда научиться этому. У нас есть книги о правильной разработке ПО, да, но у нас нет практических примеров в таком огромном объеме, чтобы чат GPT сообразил на их примерах, как должно быть. У нас много алгоритмов, у нас много хаков, у нас много костылей, которые увидел с удовольствием чат GPT, много Stack Overflow вопросов и ответов, на которых исключительно хаки во всех местах. Он это все изучил, набрался в себя, абсорбировал и умеет решать задачки путем установки костылей. То там, то сям. У него это получается замечательно. Ну а красивой архитектуры он не видел никогда в своей жизни. Или почти никогда. И тут вы говорите, а давайте мы ему отдадим в полное управление наш целиком программный продукт. Он наставит костылей. Все это как-то оживет. Да, вы скажете ему, сделай так, чтобы система запускалась. У меня масса таких примеров. Ты ему говоришь, в этом месте не работает тест, он пробует пару раз исправить. В конце он просто дизейблит тест. Удаляет тест, отключает его. Он ищет кратчайший путь. Он знает, что так делали кодеры. Он знает, что кодеры раньше ставили костыли в виде удаления юнит-теста. И он также будет делать. В итоге вы получите, сами понимаете что. В общем, не верю я в эту систему. Нам все равно нужна интуиция там внутри. Хотя, может быть, я ретроград и просто не верю в прогресс. Дальше. Как вы относитесь к Test-Driven Development? Есть ли сферы, языки, ситуации, когда применение TDD считаете неоправданным, неэффективным и неуместным? Я считаю, что TDD неоправдан и неуместен на ранних стадиях разработки продукта. Это первые несколько дней, может быть, пару недель. И все. А дальше без TDD я не представляю, как можно разрабатывать проект. Как разрабатывать в одно лицо еще можно представить, когда вы один программист. Но как только вас двое, то как можно принимать код от соседа программистов в общий репозиторий, не видя, как он покрыл свой код тестами. Другое дело, что он сделал в начале. То ли он сначала покрыл тестами, то ли он после того, как написал код, покрыл тестами. В нашем случае, как мы разрабатываем, это совершенно не важно, потому что мы не принимаем pull-реквесты, в которых нет покрытия. Как он там внутри у себя на компьютере действовал, то ли он сначала писал тест, то ли он потом писал код, то ли наоборот, совершенно не важно. Главное, чтобы к нам пришел уже покрытые изменения. Мы не принимаем в принципе, даже ни в каких случаях не принимаем никакой код, если у него нет покрытия тестами. Я не понимаю, как программисты работают по-другому. В одно, как я говорю, в соло-программировании вы можете друг другу, самому себе сказать, черт с ним, я не знаю, как это покрывать, у меня нет времени, это целый день нужно писать целую систему тестирования. У меня есть такие случаи. Например, я пишу небольшой сайт или небольшую систему, где большая часть функционала это бэкэнд. И фронтенд, он весь в HTML. И тут у меня появляется небольшой фрагмент на JavaScript, который нужно вставить в этот HTML в одном конкретном месте. Нужно, чтобы в этом месте, чтобы когда пользователь нажимал мышкой, некое действие, что-то исчезал какой-нибудь div на HTML страничке. Это пишется, это 2 строки в JavaScript. И я уверен, что они будут работать. И я запустил локально, я посмотрел, что они работают. Для того, чтобы мне написать тест к этой функции, к нажатию этой одной кнопки на экране, мне нужно написать, страницы 3 текста. Мне нужно каким-то образом развернуть в тестах
всю систему так, чтобы в нее можно было заходить через URL. Потом мне нужно поставить какой-нибудь Chrome Headless браузер, который будет стартовать и заходить на эту страницу. Это еще полбеды. Потом мне нужно в этом браузере научиться нажимать на кнопку мыши в нужном месте экрана. Мне нужен какой-нибудь Selenium или что-то подобное. Потом мне нужно проверить, нажал ли я и что я получил, какую реакцию. Потом мне нужно убедиться, что это не только в Chrome работает, но еще и в Firefox, для того, чтобы эти тесты имели какой-то смысл. Этот весь сетап займет у меня не 2 минуты, и даже не 20, и может быть и не один день, если система достаточно сложная. В этом случае TDD, окей, можно, так сказать, срезать углы и сказать, мне это не принципиально. Но как только появляется второе такое изменение и третье такое изменение, и вы видите, что у вас функционал фронтенда растет, и это уже не 2 строки в JavaScript, а это 20-30 строк, то тут же возникает вопрос, как вы знаете, что то, что вы меняете, работает. Не будете же вы каждый раз запускать все у себя локально и в браузере нажимать эти кнопки. Я недавно студента одного интервьюировал на прием на магистерскую программу. И он мне показывал систему свою, которую он разработал на каком-то языке, на Python, по-моему. Веб-система, которую в каком-то банке ему поручили сделать. Микро-веб-система. И там кода на Python, может быть, файлов 50-60. Студенческий проект для его уровня окей, но вполне себе полноценный, с базой данных. И я у него спрашиваю, а тесты у вас где? Он говорит, до тестов пока руки не дошли. Он разрабатывает ее уже больше полугода. Она внедрена, она запускается в банке, она стоит в их там контуре. Все работает. Он говорит, а я спрашиваю, почему тестов нет? Он говорит, как-то все времени не было, так быстрее было. Я вношу изменения и быстрее. Я у него спрашиваю, а как же вот вы быстрее? То есть каждый раз, когда вы вносите изменения, вы должны локально запустить всю свою систему. Вы должны зайти в браузер, вы должны нажать последовательность кнопок, чтобы проверить функционал, который рабочий, убедиться, что вы нажали их в правильном порядке, и потом вы делаете деплой, релиз и выкатываете это в продакшн. Но тесты, это же я нажал из командной строки одну кнопку, 10 секунд, и у меня либо зеленый, либо красный сигнал. Так же быстрее. Он говорит, да, я согласен, так быстрее. То есть какая логика? И он сам понимает это, он сам говорит, да, я согласен, но при этом он не делает их. Я много раз говорил, люди не делают юнит-тесты не потому, что они экономят время, не потому, что они считают, что в этом случае они не нужны. Они просто не умеют их делать. Просто не умеют. Когда вы едете на велосипеде, у вас спустила шина, вы не можете никак объяснить разумно, почему вы ее не накачиваете. Кроме как вы не знаете как. У вас нет насоса или вы не умеете ее накачать. Но нельзя сказать, просто потому что так быстрее. Я уже доеду на спущенной, а там ее накачаю. Это звучит странно. Или вы можете сказать, мне так удобнее. Я могу и на спущенной, а могу и не на спущенной. Это смешно слушать такую логику. Не в этом дело. У вас просто нет умения накачать шину. Вы просто либо насоса нет, либо не знаете, где ниппель и как заклеить шину. Так же с юнит-тестами. Так. Дальше. По поводу репозитория вы спрашиваете, где посмотреть репозитории, где нет соответствия 1 к 1 классов и таблиц. Я вам дам ссылку под видео, посмотрите, есть такой репозиторий в открытом доступе. Дальше. По мотивам вчерашней победы СПбГУ на ICPC. Почему при наличии постоянных побед прорывные технологии вроде ChatGPT не появляются в РФ? Максимум это удобное приложение для такси, и еды и банкинг. Артем, вопрос такой не в бровь, а в глаз. Если кратко, то потому что мы слабее, объективно. Не интеллектуально, а комплексно.
мы находимся в более слабой позиции. Мы как страна или как территория. И у нас просто нет возможности сделать то, что делают американцы. Почему мы слабее? Целый комплекс факторов. Мы экономически слабее, в военном плане мы слабее, политически мы слабее, морально мы слабее. Вот и все. По целому набору факторов. Да, интеллектуально мы не слабее. Ну, как мы. Есть люди внутри страны, которые интеллектуально вполне себе на том же уровне, как и люди где-нибудь в Калифорнии. Да, тут вопросов нет. То есть мы, как существа, как живые существа, мы вполне себе такого же уровня, как американские школьники, такие у нас школьники. Мы не глупее. Образование у нас базовое, которое готовит школьников, учит их математике, информатике, алгоритмам. Оно вполне себе на уровне, и школьники имеются талантливые школьники. Но много чего другого отсутствует. Вот и все. Почему оно отсутствует? Если дальше задавать вопрос. Почему так случилось? Ну вот недавно, там тот же, последние новости, буквально нескольких недель. Антропик получил инвестиции, что-то там 13 миллиардов долларов. По-моему, сегодня или вчера у них была встреча с Трампом, на которой Закерберг заявил, что он собирается, не он, а Мета собирается инвестировать 600 миллиардов долларов в течение нескольких лет следующих в AI и в инфраструктуру. 600 миллиардов долларов. И это как компания, это бизнес-деньги, это не деньги страны, это деньги отдельного бизнес-юнита. 600 миллиардов долларов. Это цифры, которые несравнимы даже не на порядок, они больше, чем те цифры, которые у нас существуют в экономике, в IT-секторе, но и даже не на 2 порядка. Больше, наверное, чем на 2 порядка, чем все наши инвестиции, которые у нас на нашей территории обитают, и к которым можно даже рядом подойти. Посмотрите, какие инвестиции в нашей экономике, в IT-сектор. Мы просто пропорционально слабее на несколько... непропорционально слабее. Делается для этого много. Ребята работают над этим, американцы. Они же занимаются этим. Они хотят, чтобы они были сильнее. И целенаправленно действуют, бьют в эту сторону. Всеми способами. И военным способом, и экономическим, и давлением на окружающие страны, и вымыванием мозгов, и приглашением туда лучших специалистов. И бомбардировкой государств, близлежащих и далеко лежащих. И подкупом, и созданием революций, и разжиганием военных конфликтов везде. Все средства идут в ход. И молодцы, надо только им аплодировать. Жалко, что мы находимся на той территории, в том месте, где нет так... мы не такие активные, не занимаемся так этим активно. Мы движемся в эту сторону, но у нас же было огромное отставание, было на текущий момент, и оно продолжает оставаться. Разные были причины. Начиная с Великой Отечественной войны. Тогда это отставание было заложено. Европа была в руинах, Россия была в руинах, Советский Союз точнее. А Америка на этом всем прекрасно заработала и получила первую мощную волну, может быть не первую, но мощную волну иммиграции. Туда же бежали. Это как островок был такой, как тихая гавань для людей, которые хотели трудиться, зарабатывать. Те же ICPC-чемпионы. Куда они после этого пойдут, которые победили на ICPC? Вот студенты из ПБГУ. Поговорите с каждым из них. У каждого первого или у каждого второго, а скорее у первого, мечта попасть в Мету, в Google, туда, где лучше. И это разумно, логично. Так что тут, можно сказать, просто деньги, там просто больше денег. Но это не только деньги, это целый комплекс факторов. Экономика, политика, все вместе. Просто сильнее и все. К сожалению. Но вот вы говорите, у нас максимум удобное приложение для такси, еды и банкинга. Но те приложения, которые такси, еда и банкинг, они у нас действительно удобнее, действительно качественнее. Мы на том уровне, на котором мы можем, мы делаем качественнее. На уровне приложений для банкинга, еды, заказа самокатов и так далее.
Просто не можем мы на уровень ChatGPT прыгнуть, потому что нет у нас 600 миллиардов долларов в досягаемой, в какой-либо перспективе. Какой бы вы ни был предприниматель, какую бы гениальную идею вы ни создали, даже если вы завтра создадите искусственный интеллект, который обгоняет ChatGPT по всем метрикам и, не знаю, превосходит его в 10 раз. И что? Где вы возьмете 600 миллиардов? Вы даже не найдете человека, с которым поговорить об этих 600 миллиардах. Их просто нет. Ни при каких обстоятельствах вы не получите их. Ну и плюс еще, безусловно, целые системные проблемы. Есть же еще и коррупция, и сложности управления. Они тоже присутствуют. И они настроены пока, как я понимаю, в нашем пространстве, настроены пока не в сторону бизнеса. Они больше настроены в сторону государственных механизмов. Там тоже есть коррупция, там тоже, безусловно, все это присутствует. Тоже кумовство, коррупция, об этом можно даже не говорить. Об этом и фильмы сняты, и книги написаны. Понимаем, что в том обществе все так же. Но там все это так настроено уже за последние 100 лет было, чтобы в итоге богатые богатели. Чтобы в итоге общество целиком развивалось, получало прибыль от технологического совершенства в том числе. У нас пока так не настроено. У нас пока процессы коррупции не идут во благо технологическому развитию. У них идут. Так, давайте дальше. Так, уход молодых людей в software development не является ли попыткой убежать от реальной материальной жизни, где есть риск ошибок, последствий в принятых решениях, заметно выше, чем то, что лечится патчем? Во многом есть, конечно, такое. Да, мы действительно, многие из нас, как я сказал, интроверты. Многие кодеры интроверты по сути своей, особенно молодежь. И такая шизофренизация в целом общества, она касается и кодеров, в том числе нас с вами. И молодежь, она первая страдает поскольку она самая sensitive, самая чувствительная, самая восприимчивая. Конечно, мы убегаем от реальной жизни, но у нас реальная жизнь становится все проще и проще. Мы же это видим все вокруг. Нам жить становится так легко и так несложно, что, может быть, даже нам хочется туда, где риск, нам хочется туда, где нужно платить за свои ошибки. А в реальной жизни за них толком-то никто и не платит сейчас. Если говорить о Москве, о центральных городах, об айтишниках в том числе, то это люди, которые лишены наказания за свои ошибки, лишены обратной связи от окружающего мира. Им никто не сообщает, им никто не бьет по носу, их никто не бьет током, когда они пальцы в розетку вставляют. И, может быть, это проблема большая, чем мы даже думаем. Так, тут вопрос про Евгения Борисова. Мы, кажется, уже обсуждали. Я испытываю только хорошие чувства к Евгению Борисову, уважаю его за его труд. Просто я не согласен с тем продуктом, который он пропагандирует. Я категорически не приемлю концепцию Spring фреймворка и считаю, что это такой удар по мозгам программистов, которые должны были быть объектно-ориентированно обучены, но они в итоге Spring-ориентированно обучены. Но это такова реальность, и не он это сделал. Не те, кто учит нас спрингу, они, конечно, вносят свой вклад, безусловно. И, конечно, если бы они этого не делали, то, может быть, так делал бы кто-то другой. Мы должны просто предложить альтернативу. Мы должны сделать так, чтобы Евгений в итоге сказал: да, не хочу я больше учить спрингу людей, я хочу учить другим технологиям, которые мы ему должны дать, и он с удовольствием их изучит и пойдет в массы нести это знание. Но мы ему не даем их пока, или даем не в таком объеме, не такие мощные. Это наша проблема, а не его. Но вы спрашиваете про AI, станет ли этот Spring AI точкой входа для Java разработчиков в мир AI? Станет точкой входа, да. Не он, так другой станет точкой входа.
я тут не вижу никакой проблемы. Какой там вход в мир AI для Java мира? Это же вход через тонкий сокет, по которому в одну сторону бежит промпт, а в другую сторону бежит ответ. Что такое сейчас современный AI? Это же уже совсем не то, что было 5 лет назад. Это не машин learning уже больше. Это не векторизация этих эмбеддингов. Это просто текст. В одну сторону текст, в другую. А дальше обработка текста. Давайте с этим текстом что-то делать. Вот современный AI. Мы получили коробку вместо... Ну, это и хорошо, наверное, но мы получили просто черный ящик. И теперь весь мир занимается тюнингом черного ящика. Ну, так мне кажется. Я не вижу никаких прорывных движений за последние годы. Все просто крутятся вокруг одного и того же. Давайте модель построим, эту large language model построим так, а давайте мы ее перестроим, а давайте мы переставим коэффициенты, а давайте мы сделаем большую, а давайте сделаем маленькую, а это у нас будет отвечать на вопросы о программировании, а это будет отвечать на вопросы о котиках и собачках. И давайте на всем этом эксперименты ставить огромные, давайте в это вкладывать, но мы топчемся более-менее на одной и той же площадке. Это все одно и то же, просто под разными углами повернутое, то скомпрессированное, то расширенное, то у них миллиарды параметров, то у них триллионы, то у них десятки тысяч, то у них такая размерность, то такая размерность. Но это все примерно одно и то же. Мы на вход текст, нам на выход ответ тоже в виде текста. Это все, что происходит. Ну, так я это вижу. И к нему прибавляем Java. Java будет просто формировать или формулировать промпты. Так, дальше. Как относишься к мысли, спрашивает Руслан, что одним разработчикам комфортнее и интереснее мелкие задачи, другим крупные. И тимлиду важно это учитывать и подбирать задачи под людей. Ну, к первой части мысли отношусь хорошо. Действительно, кому-то комфортнее это, кому-то комфортнее это. Но я только не понимаю, почему тимлид должен подбирать задачи под людей, а не люди должны подбирать задачи под себя. Зачем тимлид здесь? Зачем он вообще нужен? Люди собрались и сообразили, какие задачи в проекте должны быть сделаны. Для этого тимлид не нужен, мы сами знаем. Мы программисты, мы кодеры, мы разобрались, какие у нас задачи. У нас их 100 штук, например. Мы их разложили, у нас получился некий бэклог. Дальше я говорю, мне нравятся большие задачи. Я беру себе 8, 12 и 50. Зачем мне с тимлидом разговаривать при этом? Другой программист говорит, а мне нравятся маленькие задачки. Я возьму вот эти 10 и вот эти 5. У нас напротив каждой задачи стоит стоимость в рублях. Там 5000 рублей, там 6, там 15, там 20, там 3, 300 рублей. Я собрал себе задачи и увидел, что я за неделю заработаю 50 тысяч рублей. Я их закрыл, отдал на ревью прошло, задачки закрылись, мне перечислили 50 тысяч рублей, я пошел домой. Тимлид здесь зачем? Что он делал все это время? Ходил по офису, разговаривал со мной, следил, чтобы я YouTube не смотрел. Что он делал? Спрашивал у меня, как дела, подходил ко мне. Так вот, бэклог есть, открой, посмотри, как дела. Там напротив каждой задачи стоит статус. Все, не нужно ничего подбирать под людей. Человек сам способен под себя подобрать. Концепция управления сверху людьми, она в моем представлении бракована по определению. Когда мы сверху диктуем людям, что они должны делать. Эта модель работы она подходит под ситуации, в которых мы не можем декомпозировать достаточно точно задачу. Когда мы не знаем, кто что должен делать, когда у нас высокая степень неопределенности, тогда нам нужен какой-то диспетчер, какой-то тимлид, вы его называете, который будет по ситуации действовать. Он будет каждое утро принимать решение, кто что сегодня будет делать. Ну, в такой неопределенности долго, наверное, не очень комфортно существовать. Это не должно быть правилом, это скорее исключение, такая военная ситуация. Обычно должно быть все автоматически. Задачи должны распределяться автоматически.
Дальше. Давайте нам вот Денис предлагает кейс рассмотреть. Пришел в новую компанию, поставили делать код-ревью, сделал одному разработчику 5 замечаний. Он звонит, жалуется, что задача уже просрочена, просит помочь, пометить все как исправленные. Как быть? Ну, как быть? Ну, как спросить, к тимлиду пойти. У вас же есть какой-то там босс. Вот надо к этому боссу пойти и спросить, как вот быть в этом случае. Лучше всего не быть так, как вам кажется, вы должны быть. Надо быть, как начальник сказал. Это самая надежная позиция. Как начальник сказал, так и делаем. Сказал начальник все принять, все исправления, все принимаем. Если вы пытаетесь в Дон Кихота играть, и вы считаете, что вы лучше знаете, где враг, если вы знаете, с кем действительно нужно воевать, как Дон Кихот, он знал и воевал. Но вы знаете, к чему это приводило в основном у Дон Кихота. Он смех вызывал и жалость. Вот не нужно быть таким, не нужно быть Дон Кихотом. В вашем случае, если вы в классической организации, то спросите у начальника. Скорее всего, начальник вам скажет пойти на какой-то компромисс, и вы на него пойдете. То, что вам будет противно после этого работать в этой организации, это другой вопрос. Начальнику об этом не говорите, просто поймите себе, что вы находитесь в одной из организаций, в которых так все происходит. Потому что все построено на компромиссах, так или иначе. Мало кто строит что-то на твердых убеждениях. Мало кто строит на правде. Все строят на полуправде, на чем-то сером, на том, где можно... Немножко мы ему уступим, так и он нам завтра уступит. Вот вы сейчас ему закроете глаза себе точнее, закроете глаза на эти 5 недостатков. Завтра он закроет глаза на ваши недостатки. Так вы и до пенсии и протянете. И вроде всем хорошо. Но если вы, конечно, работаете в организации правильной, давайте рассмотрим такой случай, то, конечно, вы должны в этом случае предложить какое-то решение, которое должно быть, так как говорят, win-win. Вы должны сделать так, чтобы и он был доволен, и при этом продукт не пострадал. Он говорит, что задача просрочена. Значит, вы должны найти из его pull-реквеста те места, которые помогут решить задачу, а какие-то места пометить как технический долг, не принимать их, а оставить на дальнейшую доработку. То есть пойти на такой технический, но не компромисс, а на поиск решения, которое удержит продукт в состоянии качества, которое под контролем. Это самое главное. Ваша задача как код-ревьюера. Вы защищаете продукт, вы находитесь на стороне продукта. Если вы, конечно, слабину дадите, то вы подставляете всю организацию, вы подставляете всю команду. Вы предатель. В самом прямом смысле слова. И к вам подходят и вас пытаются подкупить. И говорят, стань предателем. И вы говорите, а как вы думаете, еще предателями становятся? Вы думаете, предателем становится как? Человек, который его в черном плаще встречают в переулке и дают ему, красный меч и метят его, ты теперь предатель, и он дает клятву предателя. Предательство — это всегда какая-то такая вот полу что-то. Это такое вроде бы и да, и вроде бы и нет. Вроде бы я как будто бы и не предаю, а вроде бы что-то и на душе осталось. Как будто бы я и сделал нехорошо. Предательство — это всегда, оно плохо пахнет, но не сильно это и воняет. Вот ваше решение принять эти 5 замечаний и закрыть на них глаза, это и есть предательство. Если можно, не делайте этого. Дальше. Компания расширяет обязанности и требует осваивать новые навыки в личное время под угрозой увольнения. Обучение в рабочее время не предусмотрено. Не предусмотрено. Нормально ли это? Не знаю, мне кажется, нормально. Встаньте на место компании. А почему бы нет? Почему вас не заставить получать новые навыки? И если вы не получаете их, то уволить вас. А в чем проблема? Это в моем мире. Я не считаю, что компания — это дом престарелых или какая-то поликлиника, в которой все должны лежать и питаться государственной пищей и вечно быть довольны. Компания или проект, или организация, они созданы как
такая небольшая, ну что ли, боевая единица. И задача компании или задача проекта в том, чтобы достичь цели. И если мы представим, что компания действует честно, искренне и относится к своей задаче ответственно, то, конечно же, она должна с вами работать так же жестко и честно, как с ней работает внешний рынок. От компании требуется, например, внедрение такого-то продукта в течение года. Для этого им нужно, чтобы вы умели делать А, Б и С. Вы не умеете. Что с вами нужно сделать? Вас нужно исключить из компании, на ваше место взять другого, который умеет, для того, чтобы мы в итоге справились. А вы говорите, честно ли это? Справедливо ли это? Ну, это звучит... Опять же, как будто такое нытье, что ли, предательство определенное к интересам компании. Это если вы компании чувствуете, вы чувствуете себя частью компании. Это ваша компания, ваш проект. А если, конечно, это просто капиталист, который на вас наживается, и вы так его воспринимаете, то тогда, конечно, настаивайте на своем, требуйте соблюдения договора, саботируйте, отказывайтесь изучать новые знания, получать навыки, и все это требуйте только в рабочее время. То есть будьте настоящим таким тормозом в развитии компании, и пусть они получат сполна, пусть они нахлебаются от вас проблем, потому что они знали, кого они нанимали, они в этом виноваты, и пусть они платят по полной. Ну вот, зависит от вашего отношения к тому, где вы находитесь. Если бы вы были у меня в компании, это был бы мой коллектив, то вы, я уже сказал, как бы я с вами поступил, если вы такие речи говорили. Но если вы в каком-нибудь банке работаете, допустим, то действуйте вполне в своих интересах. И ни один капиталист, чтобы не ушел из-под вашего удара. Так, дальше вопрос такой. С каких экранов я предпочитаю читать электронные книги? У меня тоже бумажные книги давно уже не имеются. Я, к сожалению, большому перестал их покупать, читаю электронные. У меня был Kindle Amazon много лет, но он почему-то испортился, и я больше не могу в него никакие файлы загрузить. Я решил купить себе Onyx Books. И это кошмар. Это вот такая китайская подделка, что я категорически недоволен. А причиной тому Android, который там внутри. Они взяли Android, они его как-то там подклеили, как я это понимаю. Он очень похож на Android. Я, может быть, ошибаюсь, но выглядит это все как Android. С каким-то совершенно диким интерфейсом, непонятным, неинтуитивным. Совершенно некрасиво все это. Читать это все неприятно. Буквально он у меня еще и сломался в итоге. После недельного использования экран в итоге пришел в негодность. Я попытался его вернуть. Мне еще и отказали в возврате. Сказали, что это я его сломал. В общем, я собираюсь купить себе опять Amazon Kindle и перейти опять на американский продукт. Вот такой опыт работы с китайской электроникой. Так, какие есть альтернативы паттерну проектирования приложения MVC в Spring? Попробуйте фреймворк Takes. Я напишу под видео ссылку на него. Takes. Это альтернатива Spring. Она более объектно ориентированная, и там нет никакого MVC. Там нет контроллеров, там нет моделей, там просто объекты. Так, снова вопрос про карьеру, давайте я на него отвечу коротко. Я изучаю программирование, но из-за ситуации на рынке работы не уверен в будущем. Усилия не всегда дают результаты, можно потратить много времени впустую. Как вы думаете? Я не знаю, что такое ваши усилия и что такое результат. Я предлагаю измерять усилия и результат количеством строк кода, которые вы написали. Если бы вы мне сказали, что я не просто изучаю программирование, а я за последний месяц написал 20 тысяч строк кода на языке Rust. И так я делаю уже целый год. И все это в open source. И все это новые библиотеки для языка Rust. И у меня, и дальше ваше предложение. Но я не уверен в будущем. Усилия не всегда дают результат. Вы понимаете, как смешно бы это звучало? Вы бы даже вопрос такой не задавали, потому что вы были бы уверены в будущем. Не нужно изучать программирование. Программируйте. Пишите продукты, создавайте библиотеки, создавайте веб-сайты, фреймворки. Делайте то, что нужно людям на языках программирования. Не нужно книжки читать по программированию. Это абсолютно бесполезная трата времени.
программируйте. И у вас будет абсолютно уверенность в том, что вы нужны, потому что вы будете видеть, как вашими продуктами пользуются. Так или иначе вы будете кому-то нужны. Это все равно, как сказать, я изучаю плотницкое дело. Вот изучаю, книги читаю и думаю, а вот нужны ли будут мои стулья в будущем? Я пока еще не сделал, правда, ни одного стула, но вопрос такой меня беспокоит. Нужны ли будут стулья? И другой человек, который скажет, я каждый день делаю 2-3 стула и забирают у меня их вот соседние магазины, рестораны, поликлиники, люди покупают. И у меня вопрос, будут ли нужны мне стулья в будущем? Им, точнее, стулья в будущем. Да, будут, вы же сейчас же нужны и завтра будут нужны. Хватит ныть, короче. Делайте что-то, продукты создавайте, а не планируйте будущее, сидя за книгами. Так, Евгений спрашивает. Раньше популяризовался зверь по имени Developer Advocate. Есть ли этот зверь на горизонте? Как вы вообще относитесь к этой роли? Да, мне кажется, она есть и сейчас, эта роль Developer Advocate. Мне кажется, вполне себе она актуальная. И... Ну, это хорошая. Если... Ну, я бы на месте любой компании выращивал бы эти роли активно. Это самые, мне кажется, ценные ребята, которые... Другое дело, что немного эти роли, они выродились в таких sales мальчиков, которые толком и не программируют ничего, а ездят по конференциям и рассказывают о том, как можно было бы программировать. Первые пару лет или пару месяцев это еще срабатывает, но со временем ты понимаешь, что ты разговариваешь с просто клоуном, который начитался брошюр о продукте, но толком сам продукт он не использует. И поэтому доверие к нему падает, и ты уже на пятый его доклад уже идти неинтересно, потому что ты понимаешь, что впустую ты время тратишь. Хотелось бы поговорить с тем, кто разрабатывает реально продукт. Лучше всего брать тех девелоперов ключевых из продукта и из них периодически делать спикеров, из них периодически делать людей внутри комьюнити, выводить их в свет, давать им на это деньги, ресурсы, чтобы они шли и разговаривали с кодерами вокруг компании. Но специально выделять такого девелопера-адвокейта, давать ему полные полномочия, бюджеты и возможность не работать, а только языком чесать на конференциях, это только разрушает продукт и его экосистему, и атмосферу вокруг него, а не улучшает. Так, дальше. Читаем вопросы ваши. Как вам то, что делают AmpliCode? Я не знаю, что делает AmpliCode, не слышал даже. Но вы дальше пишете, это IDE для Java с интеграцией AI. У меня не получается использовать никакой IDE с интеграцией AI. Я пробовал курсор, я пробовал Copilot, я все подряд пробовал. Это только мешает. Если вам это помогает, действуйте, но у меня это не приживается. Мне мешают все эти подсказки. Мне неудобно внутри IDE, которая и так на экране едва помещается, еще в какое-то отдельное окно входить и там формулировать свой запрос, потом там в этом микроокне читать его ответ. Все это неудобно. Мне очень нравится Claude Code. Claude Code из командной строки – шикарный инструмент. Я желаю ему счастья, развития, процветания, здоровья. Пускай он становится мощнее, мощнее, мощнее. Его интерфейс идеальный. IDE в моем понимании должны погибнуть в итоге. Они должны быть заменены, вытеснены простыми текстовыми редакторами. Но вот это наворот и усложнение IDE новыми окнами, новыми кнопками, новыми функциями, это все как будто бы вчерашний день. Как будто бы это вот 2000-е годы, это те времена. Тогда это было круто, тогда IntelliJ взлетела, тогда взлетели продукты такого масштаба. Сейчас это все выглядит как динозавры из прошлого. IntelliJ, я им пользуюсь, конечно, для Java, но только потому, что там работает вот этот Code Navigation. Если бы это мне дал тот же Sublime Code, например, Sublime Text, я бы забыл бы про IntelliJ навсегда. Он просто не нужен. Я только для Java его использую, во-первых. Все остальные языки я пишу только в редакторе, в Sublime. Но для Java, потому что он автоматически компилирует продукт и сразу мне подсказывает, где ошибки компиляции, и можно Code Navigation сделать. Это все, что мне нужно из IDE.
Если это даст мне Sublime или подобный редактор, то все. Так, в последние годы замечаю, что многие люди борются за много вещей, берутся за много вещей одновременно. Результат так себе. Как можно выбрать что-то одно и отказаться от всего остального? И нужно ли? Нужно, да, очень нужно. Я думаю, что успех вообще в жизни зависит или опирается на два ингредиента, на два прекурсора, что ли. Это фокус и удача. Вот если у вас эти две вещи есть, Владислав, то у вас вполне может быть успех. Фокус. Первое – это фокус. Вы должны бить в одну точку. Если, нужно постараться это сделать. У вас будет масса соблазнов заняться чем-то еще. Особенно, если у вас есть талант. Особенно, если вы в себя верите. Особенно, если вы интересующийся человек. Особенно, если у вас много несогласия с недостатками, которые вы видите вокруг. Вам захочется эти недостатки устранять. Захочется ввязаться в каждую драку с каждым врагом, которые будут лень, разгильдяйство, некачественный код, неправильный IDE, слабый AI и так далее. Вы в каждую точку захотите приложить свои молодые силы и там победить этого врага очередного. Нужно постараться себя сдерживать и направлять только на одного врага. Пускай это скучно в какой-то момент будет, пускай это будет казаться вам неинтересным и казаться задачей, которая уже решена, даже, может быть, другими. Давить в одну точку. Это первое. А второе – это удача. Удача – это, может быть, даже 90% успеха, большого успеха так точно. Должны так вот звезды сойтись. Но если первое со вторым склеится, вот это и будет успех. Дальше. Так, чем композиция лучше наследования? Я так не расскажу вам за два слова, но за 2 секунды, за 2 минуты. Но стоит почитать об этом, может быть, на моем блоге в том числе. Поищите по слову inheritance, по слову composition, и там несколько статей точно будет, почему композиция лучше, чем наследование. Так, не видим ли мы будущее за Android для веб-разработки? Нет, для разработки на Android. Наверное, да, Kotlin, Android, прекрасно. Я просто не люблю Android в принципе. И вообще я думаю, что мобильные приложения было бы лучше, если бы их писали на HTML и писали бы в формате веб-приложений. Тогда это была бы и кросс-платформенность, и удобство написания. Но, к сожалению, не пошли по этому пути. Видимо, из-за производительности, может быть, из-за желания захватить рынок, был создан отдельная экосистема для iPhone, потом это отдельная уродливая экосистема под Android. И все это получилось как такой зоопарк. Программистов стало много в итоге, каждый должен знать свою территорию. Я бы за HTML плюс JavaScript технология, мне кажется, на все для любых задач подходящая. Может быть, только кроме игровых задач. Может быть, когда это игра и нужно яйца бросать или там этих Angry Birds бросать куда-то, то там, может быть, HTML не потянул бы. Хотя это тоже вопрос развития HTML, вопрос развития CSS. Мне кажется, на современном CSS, там 3. Какой-то последний, кажется, там можно делать все. Вопрос скорости, да, почему оно будет так же быстро работать. Вот этим нужно было бы и заниматься, а не плодить платформы, которые с помощью такого костыльного дизайна позволяют добиться скорости. Но, к сожалению, так происходит везде. В каждом месте мы идем в ущерб качеству, в ущерб дизайну, в ущерб элегантности подхода. Мы имеем скорость. Так, тут вы уже друг другу сами отвечаете. Так, Дмитрий спрашивает, есть ли у меня опыт реального предпринимательства в IT?
Я заметил, что вы нередко негативно высказываетесь о стартапах с большим опломбом. Ну, опыт и успех – это, наверное, разные вещи. Опыт есть. Я до того, как попал в Huawei, а я в Huawei попал 6 лет назад, я ни в какой компании не работал, я не был наемным сотрудником. Всю свою предыдущую карьеру я занимался именно предпринимательством, так что опыт-то есть. Другое дело, что я не стал предпринимателем-миллионером, миллиардером, у меня нет юникорна. Это факт, да. Так что насчет того, что я высказываюсь о них негативно, о стартапах, я не негативно о стартапах, я о том, я пытаюсь дать совет людям, которые меня слушают. И это зачастую молодежь. Я пытаюсь им помочь. Сказать им то, что даст им в их карьере то, чего мне когда-то не дал кто-то, кто мог бы это дать. Если у вас уже стартап и у вас все хорошо, вы можете меня не слушать. Это ничего не изменит. У вас все и так хорошо. Нет смысла мои советы выслушивать. Но приходят сюда люди, которым 25 лет, которые только закончили институт. И у них есть вопрос, куда им идти. То ли им идти в стартап, то ли им идти в Яндекс. Так вот, я советую идти в Яндекс. И я без всякого опломба это говорю. Я просто и без всякого негатива, в сторону стартапов. Я в негатив в сторону тех, кто принимает решение идти в стартапы, когда им 25 лет. Это я считаю неправильным. Это я считаю неразумным в начале карьеры. Почему, я уже рассказывал много раз. Потому что вы рискуете, еще пока не имея чем рисковать. Вы еще пока нет у вас пока за плечами еще багажа. Посмотрите на тех, кто сейчас стоит кто сейчас фаундеры тех стартапов, о которых мы слышим. AI-стартапов, антропики всякие, OpenAI. Раз. А сейчас, мне кажется, я поправил. Должно быть хорошо. Дайте знать. 1, 2. Окей, да. Вот так вот это работает, вся эта система. Так, Михаил спрашивает, вот интересный вопрос. Согласны ли вы со следующим, что в тезисе «всем должны руководить технические специалисты» есть глубокое заблуждение? Я не думаю, что всем должны руководить технические специалисты. Я вообще не понимаю, не то что не понимаю, не представляю, как может технический специалист чем-то руководить. Он же не руководитель, он не умеет это делать, ему это не в радость. Руководство людьми – это прежде всего насилие над людьми. Любое руководство – это завуалированное насилие. Так или иначе, что бы вам ни говорили менеджеры, что бы вам ни говорили книги про agile, любой процесс руководства коллективом, группой людей – это то же самое, что руководство стадом коров. Их нужно бить в какой-то момент. Безусловно, их можно и любить в том числе. Их нужно кормить, их нужно обожать, заботиться, нужно каждую знать по имени эту корову. Но все равно они без кнута разбегутся. Не будет стадо бежать в одну сторону, если там нет пастуха, который бьет их кнутом в определенные моменты времени. То же самое с руководством коллективом. Руководство – это подавление личных желаний во имя желаний коллектива. Если вы не сможете или не захотите, или не сумеете подавить личные желания, направить их в сторону желаний коллективных,
то ваша команда разбежится, или она будет работать с низкой производительностью, или она просто развалится, вы потеряете и проект, и команду, и себя, все. И, конечно, технические специалисты не умеют этого делать и не хотят бить кнутом остальных кодеров. Ну, это мало в этом приятного, если вы эксперт по Java. Руководить должны роботы, так я считаю, в идеальном мире. Мы уже подошли к этому миру, мы уже там, мы уже имеем возможность это сделать. Руководить должны правила, руководить должны стандарты, руководить должны документы. Нас кнутом должны бить наши правила, а не менеджер, который сидит в кабинете и в носу ковыряет и вызывает нас по одному и орет на нас. Этот стиль менеджмента и способ менеджмента, он в прошлом. Он был, он существовал многие десятки и сотни лет. Но пришло время другого менеджмента. И технические специалисты не должны переходить в сторону менеджмента, в сторону управленцев. Это не их место. Ну давайте последний вопрос, как обычно, про женщин. Я не знаю, почему так, но как-то вот так происходит. Я не выбираю, а под конец у вас эта тема выходит на передний план. Вопрос звучит так. Как вы относитесь к детям, к своим детям, особенно в концепции удаленной женщины? Спасибо. Во-первых, у меня нет детей, так что я не знаю, как к ним относиться, к своим. Но думаю, что дети – это самое, наверное, ценное, что есть у цивилизации. Самое, видимо, важное, что есть. Это инструмент это способ, механизм, инструмент, путь продления жизни. И не просто продление какой-либо жизни, а продление той жизни, которая нам кажется лучшей, чем ту жизнь, которую мы получили от своих родителей, а те получили от своих. Дети – это здорово. К ним мы должны быть повернуты. К тем, кто младше нас, к предыдущему, вернее, к следующему после нас поколению. То ли это личные ваши дети, которых вы рожаете и живете с ними, то ли это дети, которых вы обучаете, студенты, например, то ли это школьники, которых вы обучаете, то ли это сотрудники, джуниоры, которых вы на работе обучаете. Вы должны быть в ту сторону, должны смотреть. Не на себя, часто грешат этим пожилые программисты или взрослые люди, которым уже за 40, они в себе цены не сложат. С ними поговорить невозможно. Он постоянно разговаривает о себе. Я знаю, не замолкает. Я таких встречаю, это просто жалкое зрелище. Берешь этого скуфа, и с ним поговорить тяжело, потому что он только о себе, он только своя тема у него, он знает только себя. Он никого не хочет ничему учить, он просто хочет рассказать, какой он замечательный, как он много знает. Он даже не пытается как-то интегрировать свои знания в того человека, который рядом с ним сидит. Он просто знает, и это ему очень нравится. Ему очень нравится, что он такой умный, что он так много соображает, что он прошел через столько сложностей, и теперь он этим всем даже не просто хочет поделиться, а он даже чуть ли не сам с собой разговаривает. Он самому себе рассказывает, какой он замечательный. Это вот типичная такая форма IT-скуфа после 40. А нужно быть повернутым к молодежи. Говори в сторону ребенка, говори в сторону подрастающего поколения. Потому что они будут жить дальше, а ты помрешь со своими всеми знаниями, опытом, со всем, чего ты там насобирал. Никому ты не нужен. Ты уже все, ты отмирающий вид. А за тобой идет молодежь. Я полностью в эту сторону. Насчет женщины, женщины, они создают эту, собственно, молодежь. Конечно, без нашей помощи у них бы не получилось, хотя сейчас исследования идут в сторону того, чтобы и без нашей помощи у женщин это получалось. Но я все-таки верю, что эти исследования, если и приведут к чему-то, то массовый характер не приобретут их результаты. Женщины, конечно, как я думаю, женщина, она должна, если ее роль рассматривать в семье, то задача женщины – это, конечно, кормить и заботиться о подрастающем поколении. А задача мужчины – это давать этому поколению вектор, направлять его. То есть наказывать в том или ином смысле. Наказывать, поощрять, кнут и пряник. Эти два
самых важных ингредиентов воспитания должны быть в руках у мужчины. А женщина, она, как сказать, является мягкой частью пары, а мужчина жесткой. И то ли она удаленная, как вы пишете в кавычках, то ли она рядом находится, так или иначе, это не суть важно. Главное, чтобы она могла свою роль сыграть. Вот когда эти роли меняются, когда женщина перестает играть роль мягкой части, а мужчина начинает эту роль играть, например, то тут мы и получаем отсутствие воспитания или его искореженную форму, которая мешает в итоге ребенку понять и себя в том числе, и свою роль. Потому что он не увидел, как сказать, адекватную и правильно функционирующую раскадровку, или как, даже не раскадровку, а правильно функционирующую дислокацию ролей в паре, в семье. Вот так. Без женщин никуда, другими словами, но важно, чтобы женщины оставались женщинами, а мужчины мужчинами. Когда-то у меня был давно такой случай, с которого начался в определенном смысле такой конфликт мой с частью IT-сообщества. Где-то у меня в Телеграме, где-то есть еще до сих пор эти сообщения остались, спросили, как я отношусь к женщинам-программистам. И я возьми да ляпни, что прекрасно отношусь, если они не забывают, что они женщины. Ну и тут началось, что это сексизм, и как можно так, и так далее. Но я по-прежнему стою на этой позиции, что если уж вопрос сформулируется так, как я отношусь к программистам-женщинам, вы же поставили слово «женщины» туда, то я думаю, что женщина, если уж гендер мы имеем в предложении и в вопросе, то очень важно женщинам быть женщинами, а мужчинам быть мужчинами. К сожалению, в современном обществе это все интенсивнее эта грань стирается, и все интенсивнее мы не понимаем, в чем она, мы не понимаем, в чем разница между мужчиной и женщиной. Просто люди, просто друг, просто товарищ, просто человек. То есть нас не просто мы не понимаем, подрастающее поколение просто не понимает, в чем разница. Она не то, что она уже, молодежь не просто не хочет, не протестует ни против чего, они даже уже не феминисты. Как это было, может быть, 30 лет назад, когда был бунт, когда можно было... Женщина брала сигарету в руки, и это был протест. И женщина говорила, я тоже имею право курить. И это был целый социальный протест. Я помню, это обсуждалось, когда я еще был студентом. А может ли женщина водить машину, например? В моем детстве был такой вопрос, у меня был еще школьником. Обсуждали чуть ли не на уроке, по-моему, где-то на уроке даже. Может ли женщина водить машину? Или это все-таки мужское дело? То есть это был протест такой феминистический женщин против определенного устройства социума. Но сейчас нет никакого протеста. Она курит, и она даже не понимает, когда ты ей говоришь, не делай этого. У меня как-то был в офисе конфликт такой, не конфликт, а спор. У нас была девчонка, она любила матом ругаться. Симпатичная девчонка, но она могла спокойно в офисе сказать, не просто ругаться, она не в момент конфликта, а она так разговаривала. Она могла сказать матерное слово. Я ей говорил, как-то это режет мне слух, но еще когда это мужчины, эти парни так общаются, тоже неприятно, а тут девчонка, еще и симпатичная. Она говорила, что за сексизм такой, а почему я не имею... Она даже не понимала. Это не была форма протеста ее, она просто так выросла, она так разговаривает. Это часть ее культуры, она такая. Она и курить может, она и за руль может сесть, она и матом может ругаться. Я не говорю, что, допустим, за руль сесть это плохо. Я ставлю это в один ряд, чтобы показать, что это не является больше осознанным действием против. Это просто часть. Мы просто размываем грань между двумя полами. Я вас призываю не размывать ее. Призываю дистанцироваться от противоположного пола. Им что-то можно, а вам это нельзя. Вам что-то можно, а им это нельзя. Если такую же формулу в семье постулировать, то это только укрепит семью. А не формула «нам обоим» или «нам обеим все можно». Мы равны. Эта формула, она семью только разваливает. Вот на этой провокационной